Здравствуйте, друзья! У нас понедельник, солнышко светит. Но давайте, может быть, я даже, знаете что, давайте я, может быть, камеру поверну туда, чтобы вы видели, так сказать, как мы тут в Калифорнии живем на солнышке, греемся. Так, сейчас, секунду, я остановлюсь, что-то мне колесико плохо крутится на ходу. Так, вот так мы с вами будем ехать красиво. Я напоминаю, что сегодня, боюсь соврать, 25, наверное, января. Я так не слежу особо, сами знаете. Пенсионер я, знаю, что понедельник. Мы ведем решительную борьбу с земляными белками. Друзья, те, которые думают, что земляные белки — это обычные белки, которые вам знакомы, это совершенно другие белки. Это вот они по сути своей как крысы, только с хвостиком пушистым. Такие вот грызуны страшные, очень вредные там и так далее. Если обычных белок нельзя трогать, то этих можно истреблять. Есть всякие организации, которые с лицензией, там они химикатами травят, там еще чем-то. То есть это как бы не хорошие белки, не наши, не те белки. Во вторник, завтра, придут под дом нам, значит, накачивать какой-то газ. И мне велено, Светлана мне велела заснять это все и поговорить с контрактором, который этим занимается. Он такой очень прошаренный такой мужик, такие кошмары всякие рассказывает. Ну, разговор будет на английском, но во всяком случае я субтитры русские там присобачу, как это обычно водится. Почему Света хочет заснять это все? Чтобы поднять на борьбу с белками наших соседей. Тут есть группы местные, куда можно дать ссылочку, они там это видео посмотрят. И как бы чтобы общественность двинулась там к городским властям и вот как-то так посодействовала. Вот сейчас слева мы проезжаем стройку, но вам, может быть, не видно, но тем не менее. Вот тут слева большое строительство идет. И там считается, что вот они там, когда разворошили, то вот те грызуны, которые там были, разбрелись по району. И вот как бы это они оттуда пришли. Это пару лет назад переключилось, когда стройка была. В общем, завтра я засниму такой подробный отчет, как газом, значит, там под дом качают и так далее. Что еще вам рассказать? Приближается построение домика нашего в Санта-Крус. Ну, такого ADU, дополнительный такой, то, что называется Additional Dwelling Unit, размером где-то в 55 квадратных метров, такой домик. И там домик специально для Саши, да? Саша у нас учится в университете Санта-Крус, домик у нас наш Санта-Крус, и вот на нашем участке, там местечко отдельно выделено, будет стоять вот этот домик, все пермиты готовы, домик готов, сам по себе домик уже готов. Должна прийти инспекция из города. Ну, когда стройка идет на месте, знаете, инспектора приходят на стройку, а когда стройка идет в таких промышленных условиях, как наш этот домик собирается где-то там отдельно, то они приходят на фабрику, где домик собирают, и там должны сделать полную инспекцию. Вот уже скоро будет вот эта полная инспекция. Вот. Мы уже там вчера вечером очередной транш денежку перевели по завершению этапа строительства домика. Ну, в общем, осталось совсем немножко. Осталось сделать, это занимает 3-4 дня, бетонный такой фундамент, подушку такую поставить. И дальше приходит, ну, сами понимаете, кран такой с платформой приходит и устанавливают этот самый домик на бетонную платформу, подключают его к электросети, канализации, там что там еще, водоснабжение и так далее, и так далее. То есть опять все пермиты есть, разрешение от городских властей. Но там есть, знаете, что еще тонкость какая? Мало иметь пермит, надо еще, чтобы тебя поставили в очередь на подключение. Понимаете, что получается? То есть кто-то должен прийти и поставить. Делают это городские власти. Это не сами по себе контракторы, а делают городские власти. То есть они должны к тому месту, где контракторы
подвели, значит, дать воду, электричество, там, канализацию, все, что положено. И вот мы сейчас стоим в очереди у этих городских властей, потому что мы там не одни в этом городе чего-то строим. Так, значит, про домик рассказал. Еще интересная история. У нас есть дом, в котором мы живем, и много-много лет, ну, наверное, лет 20 этот дом и все, что у нас есть, застраховать, кроме дома. А у нас есть кое-чего, кроме дома, ну, не говоря уже о том, что у нас есть 2 автомобиля, у нас есть еще сколько-то единиц недвижимости, которая сдается. Ну, плюс дача у нас есть в Санта-Крус. Ну, в общем, довольно большое хозяйство. Довольно большое хозяйство. Я вам скажу так, как человек, который когда-то был страховым брокером, могу сказать, что это мечта любого агента или брокера. Вот такой клиент. Потому что у него так много барахла, что он просто так не уйдет. Понимаете? То есть ты каждый год за него деньги получаешь, а ему, даже если он хочет сорваться, очень сложно, потому что перетащить столько всего, ну, реально трудно. Тем более сейчас кризис такой в страховании, тут осложнения всякие, с пожарами связано, в Калифорнии там с домами, трудно дома страховать и так далее. Плюс цены растут, потому что растет стоимость материалов, ну, инфляция, в общем, есть заметная стоимость материалов, стоимость рабочей силы, и пошло, и поехало, в общем, все дорожает. Но из-за пожаров те компании, которые страхуют дома, становятся более избирательными, что ли. И вот они смотрят, чтобы там не было рядом с домом дерева, которое нависает ветками над деревом, понимаете, чтобы там вот не было рядом кустарника, чтобы, ну, я не знаю что. И 20 лет мы были в компании, это называется Сейвка. Хорошая компания, была, во всяком случае, хорошая компания. И цены хорошие там, и, ну все ничего. Было. Так вот, значит, этот самый Сейвка, сначала нам в Ист-Пало-Алто они не хотели продлевать страховку, нам пришлось там дерево постричь, причем не наше дерево, соседское, понимаете, да? Пришлось нам это дерево, значит, там постригать, там еще что-то, фотографии, материалы, бог знает что, чего. Ну, отбились. Но тут они уже на наш собственный дом, вот где мы сами живем, наехали. Причем, чего там наезжать было, я не знаю, но это необъяснимо, так сказать, в логике нормальных людей. Ну, вот почему-то они говорят, мы ваш дом больше страховать не будем продлевать. Ну, и тут уже наше терпение лопнуло. И те, кто нас смотрит там давно, помнят историю, как у нас квартирка есть. Ну, там мы сдаем квартирку, там жилец у нас в кондоминиуме. И на него сверху сосед протек. И там был ремонт, и, в общем, получилось так. И мы судились там со страховой компанией этого соседа, потому что, значит, они не хотели платить. А наша компания, вы же вроде тоже застрахованы, наша компания сказала, идите делайте ремонт, потом мы вам оплатим. Мы сделали ремонт, они говорят, да вы что, обалдели, сказали они. И заплатили нам, ну, процентов, там, не знаю, 40 того, что мы потратили, при том, что мы старались экономно, и как бы мы люди опытные, мы не первый раз что-то строим. Но просто момент такой был, что вот там как-то цены, ну как было, ну что это, в пандемию происходило. То есть они нам еще и, вроде мы и застрахованы, и нам даже сказали, уже делаете, а мы там потом заплатим, потому что нормальный ход такой, мы к ним приходим с клеймом, мы говорим, вот у нас это дело, они дают нам строителя, который нам все это сделает, и они с ним будут рассчитываться, понимаете? То есть мы вообще не должны были этим ничем заниматься. Они должны были нам дать кого-то, кому они потом заплатят. А они нам говорят, ну идите сами ищите, а мы потом заплатим, и не заплатили. Представляете, вот какие замечательные у нас страхователи. Сейвка, повторяю, называется. Короче, терпение наше лопнуло, стали мы искать, и кто-то посоветовал нам девушку, которая, ну, брокер, тоже она брокер, русскоязычная, она взялась крепко за это дело, и в общем и в целом мы сейчас переходим в новую компанию, которая называется, вы знаете, что я не помню, я когда вспомню, я потом скажу отдельно, расскажу, не буду путать вас. Значит, оказалось, что мы за год экономим так тысячонки 3-3,5 по сравнению с тем, как мы
были вот в этой компании Сейфка 20 лет. Я почему говорю про 20 лет? Потому что, когда ты приходишь, и у тебя нет стажа с компанией, тебе гораздо дороже стоит. Понимаете история? Давайте я на себя теперь переверну, тут некрасиво. То есть, если бы мы пришли в этот самый Сейфка сейчас и сказали бы, вот мы хотим застраховаться, нам было бы существенно более дорого, чем то, что мы сейчас платим. А здесь мы новые, и нам там, значит, заметная скидка. Ну, заметно меньше. Не то, что скидка, но меньше. Так. В общем, я потом подробнее расскажу, но в целом история такая, что мы еще и денег сэкономили, и это хорошая компания. Учитывая, что та просто испортилась, и как бы не очень даже платила деньги, хоть ты в ней страховку и имеешь. В общем, такие у нас новости. Счастливо!